Привет всем, Николаевич на связи. Я уже думал было прилечь отдыхать, потому что у меня сейчас 4 часа ночи. Но поступил, так сказать, сигнал, что отработала позиция. Шорт. Сейчас у нас график 4-часовой. Это старший брат всей крипты, дядя Биткоин. И он тут долго мне надоедал, в течение пару дней консолидация, как все тут видят явно, да. То есть валидный ордер-блок, однодневный, да, и вокруг него тут вилась, собирала ликвидность хвостами, как мы видим, да, мы все знаем, что когда хвосты, это сбор ликвидности. Здесь сбор ликвидности и так далее, да. Есть такое понятие, как корреляция, то есть когда синхронно двигаются, например, в данном случае в контексте трейдинга, крипты, есть много валют, которые синхронно двигаются с битком. И вот так вот экспромтом я решил запилить видос в таком формате. Короче, что мы видим здесь? Я зашел в позицию, потому что отработал шорт, я его уже отсюда убрал. Да, это TradingView, торгую я на Bybit и еще на нескольких биржах, как, когда и как где. Но здесь я убрал шорт, который вот отработал, потому что валидный ордер-блок, казалось бы, да, шорт отработал, дошел до середины ордер-блока 4-часового, от ордер-блока 2-часового. От 4-часового, кстати, я тоже зарабатывал здесь. Когда здесь был отскок, явно я понимал уже, что это вот ордер-блок. Когда был отскок, на этом отскоке вот эту свечу я забрал, take profit, да. Что еще могу похвастаться? Я понимал, когда создался вот этот ордер-блок, я его здесь тоже засек. Объемы, вся движуха, я это все сейчас не буду разъяснять. Думаю, что это, в принципе, каждый знает. Кто не знает, значит, буду постепенно делиться знаниями, которые я собирал в течение года. И теперь на небольшой котлете начинаю ее разгонять. Да, поэтому сейчас риск-менеджмент у меня плохой. Маленькая котлета, я захожу по 25% от нее. Но захожу наверняка, как когда-то в одном коллективе взрослые и мудрые дяди делились своими знаниями, и я запомнил такую фразу: не заработали, но и не потеряли. В трейдинге это самое главное, что я помню. Когда ты начинаешь ловить фому, да, то есть неиспользованную выгоду, гнаться за какими-то сделками, залетать в последний вагон, это всегда плохо заканчивается. Поэтому никогда не торгуй здесь, когда ты видишь вот эти все хвосты и сбор вот этой ликвидности. Это неопределенность. И вот она меня тут замучила, да. Но я понимал все равно, что придет сюда моя сделка. Шорт, он вот так вот аж отрабатывал. Вот в этом диапазоне долго. 2 суток. Это неприятно, конечно. Сейчас этот шорт я не забрал, я не мог его угадать. Почему? Потому что пробит ордер-блок 4-часовой. Что мы здесь видим? Дядя Биткоин. У него ничего не пробито. Поэтому слово корреляция, запомни его, брат. Корреляция. То есть он только пугнул, а остальные валюты, которые с ним в корреляции, то есть в синхронности, они летят очень далеко. Он только, знаешь, когда пугают, ногой тупнул, а этот убежал. Вот и все. Ему плевать на 4-часовой валидный ордер-блок, который отработал, с которым он тут возился. Ему без разницы. У него здесь есть, например, ордер-блок 1 месяц. Вот я такое расскажу, да, ситуацию. И у биткоина здесь ордер-блок 1 месяц. Только биткоин у него зашел, собрал полностью ликвидность. И по моему секретному индикатору, не буду говорить, то есть это вообще смесь бульдога с носорогом, смесь всех индикаторов, скажем, да. Он дает сигналы. И очень редко он дает, это 4-часовой график, очень редко он дает сигналы на 4-часовике, на покупку. Это редкий сигнал. Он их выдавал здесь, да, что мы тут могли отрабатывать? Да, имбаланс, я знал, что будет имбаланс забираться и так далее. Да, я отрабатывал, быстренько закрывал короткий take profit. Да, я тут понимал, что это уже создался ордер-блок. Я понимал, хоть и здесь никаких, видишь, нету индикаторов. Я отсюда тоже отрабатывал вниз. Не помню, где я тут забирал take profit свой. Естественно, когда я увидел пробитый ордер-блок месячный, залет в однонедельный даже, я думаю, это разворот, пацаны. Я думаю, что это разворот, братва лихая, потому что, он сейчас, да, ловит дно уже. Ловит дно. Запомним, да, какой у нас сегодня? 1.12.2025. Он ловит дно и сейчас будет собирать здесь ликвидность, естественно, мучать толпу. Но мы-то не бедолаги, мы снайперы. Я же говорю, не заработали и не потеряли. Вот наш лозунг. А лучше заработали и не потеряли, как говорится. Поэтому Николаевич на связи, и я рассказываю секреты, делюсь секретами, которые нигде вам, скорее всего, никто не расскажет. Навряд ли кто-то поделится с вами этими тайнами.
Например, что здесь уже есть линия поддержки, четко вырисована. Это уже дно битка на данном этапе, так сказать, да. И сигнал на покупку, который работает. Поэтому тут все совпало, да, плюс индикатор, алгоритм ИИ вычисляет вот эти все движения. И казалось бы, тут пересечение, да, вроде бы похоже как в рост должен пойти. Но я-то знаю, что у меня ордер-блок однодневный. Поэтому я не очень люблю все эти индикаторы, я так скажу. Я полагаюсь на свой собственный анализ, свечной анализ свечей. Слово есть умное, кстати, для него, для этого анализа свечей. Я буду называть своими словами. Кто присоединится, кто прислушается, тот поймет. Вот, соответственно, да, мы видели, что у нас, я знал, что тут будет имбаланс, тем более, который имбаланс однодневный, тут ликвидность и так далее, да, поэтому я работал эту сделку, она тоже мучительная, видишь, тут пошла консолидация, после которой я понял, что это тоже уже является ордер-блок 2 часа, 1 день, и все. Я перехожу в коррелирующую или, синхронную монету. Я могу просто перечислить монеты, по которым ты можешь сразу делать сделки параллельно, да, одним заходом. Играть сразу на несколько фронтов, так сказать. И везде будет одинаковое. Просто нужно все равно смотреть, должен владеть теханализом. Нужно все равно смотреть, где имбалансы, где ордер-блоки, где линии, ликвидность, да, например, то же самое. Линии поддержки, сопротивления. Вот. Поэтому я отработал вот эту сделку. И я хотел сегодня уже лечь спать давным-давно, но я вижу, что сейчас серьезная движуха, и я в профите. 15 минут, что показывает? Новую консолидацию, да, волокита. Но что я вижу здесь? Я вижу, что при повышенных объемах был отскок и уже повышенный объем на покупки. Индикатор показал покупки. Нарисовал кучу линий поддержки здесь, которые были пробиты. Соответственно, я знаю, что здесь у нас валидный ордер-блок 1 месяц, до которого эта монета не долетела. Потому что она слушается биткоина, дядю биткоина, босса своего. Вот. Который свои все ордер-блоки собрал. А это вот так. Да, возможно, она сейчас долетит. Возможно, я рано зашел в эту позицию. Вот 5-минутки, да, пошла консолидация. Да, есть давление по этим фитилям, мы видим давление продавцов, оно есть. Но, извини меня, есть и сопротивление покупателей, и оно уже не хилое. Эту жирную линию не нарисовал не я поддержки, она жирная, соответственно, она плотная. Да, даже если мы идем сюда, я, наверное, буду переставлять стоп-лосс, двигать его, потому что, скорее всего, я уже буду в этой позиции. Я залетел, зная, что максимум, что может дать, например, данная монета, да, она может дойти, но она не будет перекрывать этот ордер-блок месячный. Он месячный, конечно же, да, старший таймфрейм, он более валидный, мы это знаем, но он и более валкий, да, то есть эти все ордер-блоки, имбалансы таких больших таймфреймов очень долго закрываются. И я не думаю, что это будет прямо сейчас. Биток по всем индикаторам показал сейчас такую, но мой анализ тоже говорит о том, что он свои ордер-блоки, которые вот есть у меня 2 часа ордер-блок, да, тут я знал, что он будет пробивать имбалансы, собирать ликвидность, но ордер-блок 1 день, вот он. Что повторяется, да? Как здесь был ордер-блок 1 месяц, снизу 1 неделя. Месячный, сейчас я их вот разделю, чтобы было видно. Месячный мы пробили, казалось бы, да? А недельный уже подхватил на подхвате. Точно так же будет и сейчас, мой прогноз. Мой расчет, так. Да, конечно, я уже перенес это все на свою монету. Да, двигать стоп-лосс или нет, это я сейчас буду еще думать. Потому что это сейчас все прямой эфир. Я не показываю, как вот эти все горе-учителя вам вчерашние записи. Или там, знаешь, когда уже график был здесь, он здесь тут показывает, что у него тут сделки были. Вот эти брехуны, инфо-цыгане. И говорит, кто мне говорит, что я на прошлом всем показываю, может меня не смотреть. Я их на этом выключаю, знаешь, такие обучал. Поэтому год я тратил, да, не покупая, кстати, никаких платных курсов. Просто копал информацию, мучил GPT, вот так. В общем, я в сделке. Дальше доложу, как это все закончилось, покажу. Запоминаем, фотографируем, записываем. Поделился лайфхаками, секретами про биткоин, про ситуацию рынка, да. То есть я считаю, что биткоин поймал дно.
и сейчас его будут набирать здесь, делать свою как бы консолидацию этого дна. Возможно, еще заходить в эти ордерблоки, то есть здесь по-любому позиции больших дядек, крупных игроков, сильных. Выбиваются слабые руки сейчас, только так. Ну, как всегда, 99% в горе трейдеров, лохов, толпы теряют свои бабки. Это мы можем видеть, да, по ликвидациям, они огромные. Буду наблюдать, аж еще не ложусь спать. Сильно захочу спать, я поставлю, конечно, take profit, стоп-лосс и до свидос. С вами Николаевич, на связи. Задавайте вопросы, какие монеты в корреляции, я поделюсь, парочку там назову, они все без проблем. То есть фидбэк, так сказать, обратная связь приветствуется. Давайте, двигайтесь, присоединяйтесь. Я буду как бы сам расти, и кого подтяну, может, поделюсь. Будем создавать комьюнити, общаться. Сразу свои планы вываливаю, как есть. Добавлю еще такой секрет. Сегодня просто день секретов. Сразу закидываю такие лайфхаки, которые нигде ты не найдешь. Когда, например, свеча часовая, к примеру, возьмем, да, вот сейчас. У нее нет тени здесь снизу, и как здесь, да? Это говорит о развороте. Это предшествует развороту. Нет манипуляций. Да, ты мне скажешь, вот здесь. Но она тут есть небольшая маленькая тень. Вот здесь, да, например, нету тени у свечи снизу. Не всегда. Но это один из таких показателей немаловажных. Когда следующая свеча вот у нас уже зеленая, да, после нее, это подтверждает, что здесь есть разворот. Плюс объемами она показала. Все очень просто. По-умному это называется price action, да, то есть когда трейдеры смотрят по свечам, японским, например, в данном случае, да, свечам, и анализируют, что происходит с рынком. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. В следующих видео будем анализировать дальше эту позицию. Уже посмотрим как бы итог, к чему она привела. Также я планирую анализировать сам, собственно говоря, биткоин и остальные криптовалюты, преимущественно которые в корреляции, то есть синхронизированы с ним. И, кстати, насколько я вижу, корреляция, она тоже сезонная и потом расшатывается. В общем, в следующих видео мы обсудим эти и еще другие много интересных вопросов. Будем анализировать, буду делиться своими взглядами, своими техниками, буду делиться своими идеями, способами торговли. В общем, пока-пока, обнял-поднял, всем побед, профитов, побед в боях, так сказать, на поле битвы финансовых рынков. И до связи, до встречи.